Приветствую вас на канале Раисы Каченко, дача, сад, огород, цветы. Я в теплице, у меня здесь рассада сейчас потеплела, ночью прохладно, но рассада моя нормально себя чувствует благодаря тому, что я использую аптечные препараты для того, чтобы в этот момент защитить их от вредителей, от болезней и подкормить. Получается, что одна обработка. И сразу же 3 задачи решаются. Но прежде всего хочу ответить на вопросы, связанные с тем, что вот сейчас вот спрашивают, у нас вот уже очень сильно холодные ночи и минусы, что нам делать, чем обработать. Во время уже самого холода обработки, да еще и при пониженных температурах, эффекта не несут. Почему? Потому что растения при определенных температурах засыпают. И плюс еще не все препараты работают. Допустим, для того, чтобы был эффект, и клеточка растения приняла то ли химический какой-то препарат для защиты от заболеваний, то ли даже тот же биопрепарат, необходимы определенные температурные режимы. Вот, допустим, биопрепараты работают при плюс 14 и выше. Ну, а какие-то препараты для защиты от заболеваний, им нужно тоже обязательно определенная температура, чтобы они попали внутрь клеточки и поработали с клеточкой. Но вот нужно знать, что томаты при плюс 13 градусах и ниже, они останавливаются в развитии, и не только останавливаются в развитии, они засыпают. Поэтому эффект от таких обработок практически нулевой. А если это холодная ночь и еще и повышенная влажность от нашей обработки, тогда растения могут заболеть. Нужно помнить о том, что огурцы, кабачки, теплолюбивые растения, вот если плюс 17, это тоже критическая точка, ниже это уже критическое состояние, при котором не работают препараты. Плюс сами препараты не работают, и растение спит. Поэтому нужны вот эти температуры. Ну и еще обязательное условие, нужно обрабатывать вечером. А если вечером, а потом минусовая температура, холодно, то, естественно, растение тоже получит не очень хороший эффект, а может быть даже обратный эффект. А теперь подойдем к тому, что я делаю. Уже несколько лет мне вот этот способ, этот раствор очень хорошо помогает. У меня 5 литров нужно, я как раз даже чуть-чуть остается, я потом розочки выхожу на улицу и обрабатываю. Что я делаю? Заранее готовлю сам аппарат-опрыскиватель. Обязательное условие. Заливаю туда 5 литров воды. Эта вода должна быть теплая, от 24 до 28 градусов. Не больше. Лучше, оптимально, мне нравится 24-25. Затем сюда же сразу же очень быстро добавляю 10 столовых ложек перекиси водорода и 1 столовую ложку нашатырного спирта. Закрываю опрыскиватель и сразу же, взболтав, начинаю обрабатывать. Самый лучший эффект первые минуты, потому что чем дальше, уже 5 минут, эффект уменьшается, прошу прощения, уменьшается на 50%, через 10 минут эффекта нет. Ну, влажность только высокую будем иметь. Поэтому эти препараты вот таким образом смешиваю и обрабатываю. Что я получаю благодаря вот этим аптечным таким пузырькам и этим жидкостям? Я, во-первых, получаю подкормку через листики при такой температуре. Подкормочка работает хорошо, азот у нас идет. Плюс против грибковых заболеваний именно работает перекись водорода. Ну а против всяких мушек, машек, все, что летает, вот аммиак. То есть нашатырный спирт. Этого раствора как раз вот с этими пропорциями мне хватает почти на все растения рассадные. Не только томаты, но абсолютно все, что у меня есть здесь. И перцы, и баклажаны, там уже кабачки появились. Вот это все обрабатываю вот этим раствором. Ну и еще остается один важный момент. Просьбу сразу же выполняю. Когда нельзя опрыскивать до конца апреля. У меня было такое видео полное на полный месяц. Сейчас просто еще раз напоминаю, так как много вопросов. Просто-напросто есть знаки, когда растения ослаблены и очень уязвимы
при любых обработках, даже те же биопрепараты, но если ударить вот этой распылительной, даже вот такой тучкой, туманом, даже на клеточки, оно воздействует очень сильно. Очень чувствительные растения в знаке Стрелец. Поэтому 21 апреля после 19 часов нельзя обрабатывать, 22 апреля все 24 часа и 23 все 24 часа. Только биопрепараты в крайнем случае, но при условии, что есть температура выше плюс 14 градусов. Иначе эффекта не будет. И еще один знак, влажный знак в знаке рыбы 29 апреля все 24 часа, 30 апреля все 24 часа и 1 мая до 12 часов. Снова же только биопрепараты и только вечером.